Всем привет! Вы на канале СТВ Урал. Канал создан для поддержки пользователей нашей продукции, а именно антенн для увеличения дальности любой радиосвязи от телевидения и до мобильного интернета, от систем Garmin и до приема дальних радиовещательных станций. Сегодняшний наш ролик посвящен пользователям Garmin Alpha Astra, а конкретно ошейникам DC-40 и T5. Значит, начнем с антенн для ошейников DC-40, DC-30 и DC-40. Но для начала несколько основных моментов. У антенны нет такого параметра, как дальность в километрах. Ее эффективность оценивается в процентном отношении к какому-либо образцу, либо эталону, и выражается либо в разах, либо в процентах, либо в децибелах. Начнем, значит, с антенн для DC-40 и 30. Основная антенна, которая используется предприятием, вернее, производителем Garmin, это вот эта вот антенна для DC-40. Она из себя представляет довольно сложную конструкцию. Это спиральный укороченный диполь, полноценный диполь. Внутри она имеет, вот я тут один разобрал, вот такую конструкцию, вот, может быть, будет видно. Это спираль, значит, по всей длине на пластиковом сердечнике. Вот, поэтому, когда вы будете видеть в сети, много есть роликов, где предлагают его заменить на обыкновенный трос, либо на что-то из области T5, DC-50 антенну, заменить можно, но работать будет хуже, причем заметно хуже. СТВ Урал выпускает на замену оригинальной антенне вот такие вот антенки. Они 100% соответствуют по электрическим параметрам и по дальности действия. Отличаются немножко, может быть, жесткостью, но, тем не менее, все равно они как бы не слишком жесткие и вполне доступны, так скажем. Где-то, если что-то зацепится, то они все-таки... Надежность тоже вполне достойная. Почему пришлось заниматься вот их разработкой, производством? Потому что вот то, что является оригиналами, вот эти вот антенны, значит, от Garmin, на сегодняшний день они просто недоступны. Либо если их где-то удается достать, то цены за них, как правило, превышают 4000. Итак, вот эти две антенки, не две, вернее, их три разной длины, можно выбрать более подробно на сайте СТВ Урал. Следующий, значит, класс антенн, более простой, это обычные тросовые антенны, это вот гарминовская оригинальная антенна, которая производится самим Гармином. Антенна, американцы вот ее рекламируют, они ее обзывают Tough Skin антенна, то есть это твердая оболочка, антенна называется. Но на самом деле она достаточно мягкая и, по большому счету, форму держит довольно плохо. А именно из-за недостаточно хорошо держания формы, вот из-за своей кривизны, в прямом смысле этого слова, эта антенна как бы работает хуже, чем она могла бы работать, если бы была абсолютно прямолинейной. Кстати, это еще довольно неплохая форма. Обычно антенна вот аж вот так вот загибается, и при этом ее эффективность по дальности действия резко падает. В принципе, вот это считается, более-менее еще достаточно нормальной антенной. Но многие цепляют антенну вот так, чтобы она не мешалась. Кому большая дальность не нужна, в принципе, это допустимо. Но максимальную дальность мы можем получить только тогда, когда антенна будет стоять вот так вот вертикально. Эту антенну нам не удастся заставить стоять вертикально, даже если мы ее будем периодически перед каждой охотой выправлять, она все равно будет кривая. Антенна от СТВ Урал. Третий вариант. Первых двух недостатки были устранены, учтены. Значит, здесь вот есть две метки белого цвета. Значит, для ее использования, для хорошего использования долговременного, требуется обязательно применение штатного держателя антенного резинового. И вот эти белые метки должны находиться внутри этого держателя, то есть они не должны быть ни сверху видны, ни снизу. То есть где-то внутри должны находиться.
Антенна сделана из специального титанового сплава, который практически не деформируется. То есть он мягкий, гибкий, гнется легко, хорошо, он очень легкий. Эта антенна весит в 2 раза меньше, чем штатная, но при этом она практически не деформируется. То есть легкая деформация, которая остается после вот такого издевательства над этой антенной, она очень легко устраняется, ну, небольшой коррекцией. То есть, в принципе, практически не деформируемая антенна. По большому счету, вот эта антенна за счет просто своей вертикальности, вот смотрите, как это будет на самой собаке стоять, вот разница, так и так. Дальность связи увеличивается где-то в среднем на 30%. Ну, многие охотники мне пишут свои отзывы, где комментируют, что дальность возросла на 50%. Ну, может быть, у кого-то где-то на 50 возросла, я эти суммы, вернее, цифры озвучивать на сайте не буду. Так что у каждого свои условия охоты, свой ландшафт. Вот, поэтому я говорю, что 30% при использовании этой антенны вы получите. На сегодня все. Антенн много. В один ролик все не помещаются, поэтому ждите наши следующие ролики. Мы расскажем в следующих роликах о следующих наших антеннах. До свидания. Пока.